В этом видео вы узнаете о том, как узнать, что вы все еще идете верным путем, встречаясь с ним, а не тратите время понапрасну. Возможно, я сейчас скажу вам неприятные вещи, но отрезвляющие. Часто женщины делают свой выбор продолжать отношения с мужчиной на эмоциях, эмоционально. Мужчины в этом месте, кстати, более рациональны, более расчетливы, а не стратеги. И женщина забывает о том, что есть мужчины, с которыми классно тусоваться, проводить время, заниматься сексом, но они не подходят для нее именно на роль мужа для продолжения в дальнейшем семейных отношений. И здесь моя задача как психолога вас предупредить об этом и помочь вам вовремя переключиться с эмоций на разум. Я предлагаю вам однажды зайти в ЗАГС как на отрезвляющую экскурсию и посмотреть, что в ЗАГСе есть одновременно очередь подавать документы на бракосочетание и очередь подавать документы на бракоразводный процесс. Разница между людьми, которые стоят заключать брак, и теми, кто хочет развода, может быть длиной в год, в два. То есть сначала люди встречаются, выгуливают всех своих друзей, кормят, поят, проводят классное время, а потом их корабль семейной жизни разбивается о быт. Почему? Потому что решение принималось эмоционально. Первые 3 года встречания нашего мы так очарованы гормонами, гормоны зашкаливают, мы на эмоциях, нас штырит, и мы на все согласны. Но вот здесь важно включать разум. Как его включить? Я предлагаю вам ответить самой себе на 2 вопроса. Видите ли вы его отцом вашего ребенка? Попробуйте визуализировать. Например, прошло 10 лет. Вы муж и жена, вы живете в каком-нибудь, например, загородном доме, у вас есть свой двор, лето, хорошая погода, и вот вы смотрите со стороны и видите кадр, картинку, стоп-кадр. Он с коляской гуляет с ребенком. Как он вам в этой роли? Вы его представляете в этой роли? Он будет хорош в этой роли? Он подходит на роль будущего отца вашего ребенка? Здесь, возможно, часть женщин, которые увидят это видео, скажет: я не хочу детей. Мне не нужны дети сейчас. Да, сейчас они вам не нужны, но мы женщины, в нас эта функция заложена. А что вы будете делать, если вы забеременеете неожиданно? А что вы будете делать, если вы проживете с ним 5 лет, и через 5 лет вас накроет волна дикого желания стать мамой, и вы захотите, а он рядом с вами? Поэтому лучше представить заранее, и лучше все-таки связывать дальше свою жизнь с тем мужчиной, которого вы видите в роли отца вашего будущего ребенка. Следующее. Ответьте себе на вопрос: а мне с ним интересней? Есть ли с ним то чувство, что время проходит незаметно? Хочется ли мне с ним пообщаться? Мы когда вместе, есть чувство вот этого соединения, и что интерес в общении так захватывает, что хочется говорить часами, потому что это важно. Важно, чтобы людей объединял этот интерес. Ну и напоследок, чтобы уж точно убедиться, что вы идете туда, куда нужно именно вам, я предлагаю вам пройти вниз и получить чек-лист, ознакомиться с чек-листом, пройтись по чек-листу и проверить, подходит ли он вам. В этом чек-листе собраны интересные вопросы, ответы на которые помогут вам прочувствовать, ваш это человек или нет. Ведь кто такой ваш? Кто нужен именно вам? Кто нужен именно тебе? Все мы, женщины, хотим примерно одного и того же, но часто боимся признаться в этом сами себе. Мы хотим защитника, добытчика. Мы хотим мужчину, который может быть и в роли друга для нас, который может выслушать, с которым можно поделиться своими чувствами. Мы хотим мужчину, который нас возбуждает. Поэтому, когда вы раз за разом будете идти с мужчиной на свидание, или когда вы после первого свидания хотите перейти на второе, но сомневаетесь, проанализируйте. Вы от этого мужчины потенциально можете получить вот эти функции защитника, добытчика, друга. Он подходит, вы чувствуете, что с ним это можно реализовать? Или с ним просто классно потусоваться, заняться сексом, а для остальных ролей он как-то не очень подходит? Да, ваше первое впечатление может быть ошибочным. Вы можете ошибиться.
Но когда вы ваш фокус внимания обращаете на анализ, проходите по чек-листу, примеряете его на эти роли, вы можете почувствовать безоценочно, вам стоит туда идти или нет. Все же в конце хочу сказать очень важный момент, что отношения — это не сказка, и принцев не существует. И часто нас тело, природа тянет туда, в те отношения, где есть перспектива духовного развития, развития личности, улучшения наших черт характера, но где не будет совсем гладко и ровно. Возможно. Возможно, кому-то предначертан такой путь, что нужно будет не один раз оказаться замужем и испытать такой вот негативный опыт расставания. Но часто женщины вляпываются в какие-то вот такие сложные истории просто потому, что поддаются своим эмоциям и забывают про стратегию, про рациональность, про разум, про трезвую голову. Поэтому моя функция здесь напомнить вам про это и помочь, например, в виде чек-листа. Ваша функция, ваша задача — брать ответственность на себя и принимать решения самой. Изучить эту информацию, быть с ней ознакомленной, но решение принимать вам и быть готовой к тому, что, возможно, какие-то ошибки все-таки будут у вас на пути. Относитесь к этому легче, проще. Это жизнь. Мы не застрахованы от ошибок.